В западных СМИ появились тревожные новости. Они пишут о том, что члены НАТО могут ввести войска в Украину. Об этом предупреждает бывший глава Альянса. По его словам, группа стран НАТО может разместить войска в Украине, если члены Альянса, в том числе США, не предоставят Киеву реальных гарантий безопасности на саммите Альянса в Вильнюсе. Как вы считаете, о каких гарантиях безопасности идет речь, к чему нас готовят и возможно ли реально такая перспектива, что войска НАТО официально войдут в Украину? Чуть больше года назад я полагал, что то, что сейчас происходит и произошло, невозможно. А оно произошло. Поэтому, как один киногерой говорил, бывает даже то, чего не бывает. В этой связи и в этой ситуации это очень вероятно. Все вероятно. Вопрос только в том, в каком смысле тогда будут расцениваться возможные столкновения между, допустим, войсками России и войсками этих стран НАТО, если это не весь альянс туда будет вводить свои войска, а только его кусочки, его части. И если такое произойдет, будет ли выступать на стороне членов Альянса, которые сами ввязываются отдельно от Альянса в войну, будет ли выступать весь Альянс? Это вопрос. Скорее всего, если подобный сценарий готовится, не верится, что туда пойдут, условно, германоязычные члены Альянса, тем более дальние члены Альянса, я имею в виду совсем Западная Европа. Франция не верится в это. Польша верится. Прибалтика, это забавно, конечно, все это смотреть, слушать, что они там вещают. Но вот, возможно, именно эти такие крайние сателлиты Соединенных Штатов могут исполнить такой запланированный эксцесс, который с виду должен выглядеть как эксцесс, но на самом деле эксцессом не будет, а будет проговариваемой ситуацией. Они могут ввести, допустим, свои боевые части на территорию той же Западной Украины. Опять же, мы возвращаемся к нашим предыдущим эфирам и к цели политического руководства нынешнего Польши. Я уверен, что эта цель однозначная, ее они озвучивали еще не будучи руководством или в самом начале своего руководства в Польше. Это восточные Кресы, возврат их назад в Речь Посполитую, это территория Западной Украины. То, что об этом не говорят в эфире, не значит, что об этом не думают. Мы с вами уже проводили 500 раз доказательства косвенные или прямые тому, самыми откровенными из которых является предоставление нашим президентам, полякам, по сути, прав граждан Украины. В том числе возможности служить в военизированных формированиях и в органах государственной службы. Как говорил Винни-Пух, это же неспроста. Само дерево жужжать не может. Плюс все эти писания непонятных меморандумов между Польшей, Литвой и Украиной. Кто не помнит историю, напомню, именно Украина тогда еще не имела такого названия. Собственно говоря, эти земли входили в состав Речи Посполитой. История развивается по спирали, и страны проходят объединение и разделение, расчленение. И империи распадались и создавались. Сегодня мы видим попытки создания империи. Это не только на территории западнее Украины. Это очень сильно похоже на территорию выше Украины и на территорию ниже через Черное море Украины. Я не хочу сейчас называть названия стран, пользуясь тем, что нас смотрят очень умные люди. И видим распад империи, пока еще от падения от нее колоний, оно не сильно видно, я имею в виду, они не взбунтовались прям откровенно, но между тем, та же Европа, я имею в виду Соединенные Штаты. А потом эта тема все равно коснется самих Штатов, никуда не денешься. То, чем кормишь весь мир на протяжении десятилетий, когда-то съешь сам. Вот они это съедят в обязательном порядке. Тем более там заложенных проблем, основ для расчленения достаточно. Но вернемся к нашей стране. Итак, полагаю, что подобное возможно. Скорее всего, если такое произойдет, то, скорее всего, это будут контингенты польской армии. Не зря они сейчас увеличивают численность, тренируются и так далее и тому подобное. Почему такое должно произойти? Загадывать результаты войны опасно и бесперспективно. Там разные пророки пытаются рассказать, что будет с Украиной, что будет с Россией, что будет с Европой. Если война продолжится в целом, ничего хорошего не будет. С Украиной априори, потому что Украина является эпицентром войны, то есть тем рычагом приложения, преломления. С ней ничего хорошего не будет. Это как взрывчатка, которая взорвет она или не взорвет цель, но сама она взорвется точно. Вот, к сожалению, наша страна сегодня в этой ипостаси. Если будут договоренности,
А сегодня их подвели к той черте, когда эти договоренности будут либо основываться на нынешних реалиях, нравится это кому-то или не нравится, либо их не будет. И опять же война продолжится, и смотри пункт 1. Это не мои, кстати, слова, это Киссинджер сказал. Он сказал, что Украине и тем, кто участвует в сегодняшней войне, прямо или косвенно, нужно договариваться, нужно садиться за стол переговоров. И он придумал такой термин и воспринимать сегодняшний реальный статус-кво. Не возврат кому-то к чему-то, такого не будет. Уже подвели определенную черту. Так вот, не будет договоренности, смотри пункт 1. Будет договоренности, тогда полагаю, что те или иные западные правительства, которые хотят получить свой гешефт с этого всего, хотят оторвать свои, как они считают, исторические куски, не преминут этим воспользоваться. Тем более, что наша страна ослаблена. Мне не нравятся подобные загадки. Я не сторонник отсутствия нашей страны на геополитической карте. Наоборот, если уж кто и желает стране будущего и процветания, это я и такие, как я. И я понимаю, что война – знак равно отсутствию Украины. Кто бы что сейчас не говори. К этому приведет все. Я сторонник присутствия Украины, ее наличия, ее прихода в себя, усиления и становления на ноги, и развития. Я этого хотел всю жизнь, наверное, особенно когда начал уже заниматься политикой. Те, кто жопу рвет, я прошу прощения, потому что уже надоело слова подбирать. И верещит, заунывно подпевая гимном свои верещания о том, что все в бой, идите, гибните, мы так скоро сейчас все отвоюем. Они не верят в это. Они не идиоты. Они негодяи, они не верят в это. Они просто хотят, чтобы они сохранились и заработали как можно больше. Вот представьте себе, сколько, глядя даже на наш парламент, да, на этих министров, на мэра, на все на это, сколько из говна в бояре после Майдана рвануло во власть, сколько получила власть, деньги сумасшедшие, руки научилась мыть, зубы чистить, по странам разъезжают, концерты дают. Ну и так далее и тому подобное. А сколько сейчас им зарплат вливается, денег дают иностранные соратники, союзники. Им не хочется от этого отойти. Им не интересно, что потом будет. Потому что им пообещали, что где-то далеко у них все будет хорошо, если что-то будет не так. Вот эти заводилы и заводят эти свои заунывные рассказы о том, что давайте все погибнете. Они не говорят погибнем. Они говорят, давайте вы все погибнете. Це ж заради волі та свободы. Они толкают страну к гибели, надеясь на то, что они свалят отсюда вовремя. Так вот, я против подобного. Я за то, чтобы, я уже говорю это сотни раз, пишу, слава богу, мои статьи сейчас расходятся в европейской прессе, в американской, в индийской, в южноамериканской. Я этому чрезвычайно рад, несмотря на цензуру. Так вот, немедленные мирные переговоры, немедленное начало попыток заключить мир – это залог сначала существования, а потом развития потихонечку нашей страны. В том месте, в котором она находится историко-географически. Ее нельзя перенести вместе с тем политическим жульем, который отсюда попытается рвануть. Ее нельзя перенести куда-то. Кстати, опять вот исторически. У нас любят отмечать День памяти героев Крут. А в чем, собственно говоря, ситуация исторически выглядела? К Киеву подходила Красная армия Муравьева. Опытная, закаленная в боях, которая разорвала на запчасти белогвардейские соединения и интервентов. Вооруженная хорошо, мотивированная. Тогдашнее киевское правительство бросило под Круты, под Санву студентов и юнкеров. Кого вооружив, кого нет. Рассказав им о том, что они должны защитить Киев. Те и поехали. Ну, кто убежать успел. А так всех порезали, постреляли. Потому что разные весовые категории между противниками были. Там 400 человек, там несколько тысяч. Ну и, повторюсь, качественно иные были солдаты и бойцы в РКК, чем эти парни. А за это время те, кто верховодил Киевом, собрали золото, манатки и свалили из него. Вот весь героизм. Да, наверное, у тех пацанов героизма достаточно, они погибли. Веря лживым руководителям тогдашним, защищая свое, как они считали. А их обдурили те, кто ограбил уже в конце киевскую казну и руководил тогда Киевом и уехал из Киева. Сказка ложь, да в ней намек. Для особо непонятливых. Киев, кстати, был потом, понятное дело, захвачен, и все закончилось
А УССР потом закончился тем, что стал самой процветающей, самой индустриально развитой республикой Советского Союза с 52 миллионами жителей. Проклинают советское время. Еще раз, 52 миллиона на выходе из СССР. А на входе в войну 34-35. Как это называется, кстати говоря, умные наши дорогие зрители? Что это? Это геноцид? Что это такое? Куда делись 18 миллионов в мирное время руководство страной Кравчуками, Кучмами, Ющенками и прочей сволотой, которая продала Украину за океан? Если Петлюру и цитировать, наверное, тут единственную его фразу в этом смысле можно вспомнить, во всяком случае, часть ее. Не так страшні там кое-кто, як наші власні гниди українські. Те, кто распродает землю и людей, и сам убегает. Так вот, для того, чтобы не произошло того, о чем вы спросили, должны немедленно начаться мирные переговоры, прекращение боевых действий и правильное восприятие происшедшего и происходящего. Нравится это кому-то или не нравится. Если нет, ситуация развернется по-разному. Я не готов прогнозировать, каким образом именно развернется. Тем более, что есть такое выражение, что аппетит приходит во время еды. Я ставлю 3 точки, догадывайтесь. Те, кто считает, что в Речи Посполитой им будет жить хорошо, могут сильно ошибиться. Потому что ругательные слова, типа хлопа и быдло, родом оттуда. И касались они наших предков, которые там жили и которые батрачили на Панив. На тех Панив. И точно наши предки там не были уравнены ни в правах, ни в чем. Это были третьесортные для тех люди. Так что я бы очень не желал, чтобы страна потеряла субъектность. И очень сейчас желаю, умудрения нет, потому что вижу, что некому его там желать. Ну, чего-то такого, чтобы остановило тех, кто выполняет задачи на разрушение. И дало возможность сохраниться. С точки зрения международного права, ну, послушайте, сколько было случаев, когда страны членили, создавали новые страны. Давайте Югославию вспомним. Была страна и не стала после того, как НАТО решило, что ей надо туда вмешаться. Вмешалась. Страны не стало. Создали несколько более-менее нормальных стран, ну, скажем так, а несколько достаточно смешных и квази-стран, которые... То и не страна, и страна. Так вот. Международное право попрано, оно нивелируется. И все больше и больше право сильного играет роль. Потом, наверное, это уравновесится. Это я к тому, что любые разделы и образования будут решаться сильными. Ну, остальные это примут. Вранье, когда говорят, що весь світ з нами. Ні, нічого такого. Не весь світ з нами. Африці це не потрібно. Півдню та Сходу теж. Они не с нами. Им чем быстрее это все закончится, тем лучше. Со всех точек зрения, в том числе с точки зрения продовольственной безопасности. Восстановления логистических цепочек, ну и так далее и тому подобное. И, между прочим, страны, которые точно не с нами, они по количеству территорий, по количеству численности населения многомерно превосходят Запад, который с нами. А рано или поздно количество перерастет в качество. Количество передавит. Я к тому веду, что когда сильные продиктуют свои условия, вот эти согласятся с ними. И все это будет воспринято большинством международного сообщества. А для того, чтобы похожего не произошло, нужно сегодня думать об Украине, а не о своих выведенных за рубеж миллиардах. Они же вывели миллиарды уже туда. И не о своих дальнейших выступлениях в американских вузах перед студентами, о том, как ты героически там вещал и ходил, и выступал, и все такое. А о тех людях, которых посылают на смерть, о тех городах, которые разрушаются и уничтожаются. И если думать об этом, то выход видится только один – садиться за стол переговоров. Громыко говорил, 10 лет никудышних переговоров о мире – это лучше, чем день качественной войны. Сегодня ситуация уже зашла слишком далеко. Настолько слишком, что не получится, знаете, решить вопрос таким образом, что да, ну ладно, мы там признаем там то, что к вам отошло 10 лет назад, а все остальное уже не признаем и вообще там еще что-нибудь. Нет, так не будет. Это очевидно. Единственным, на мой взгляд, методом сохранения страны являются мирные переговоры и достижение мира.